Всем привет, с вами снова канал Радов Одесса. Продолжаем ремонтировать, продолжаем ремонт в детской у меня дома. В этом видео буду показывать, как переклеить обои. Старые я уже снял. То есть первое, что надо сделать, это, конечно, пробежаться, там дырочки подмазать, все, что, в общем, подготовить стены. В первую очередь, я покажу в этом видео, как подготавливать, размечаться, нарезать, ну и, собственно, клеить обои на стены уже подготовленные. В первую очередь, что я делаю, это грунтуем стены. Ну, я же говорю, я их подготовил. Грунт я делаю из обойного клея. Кстати, насчет обойного клея, клей используйте только готовый. У меня вот такой, без разницы, любой. То есть любой такой клей готовый, он гораздо лучше, чем рассыпной, который нужно замешивать. Поэтому советую, берите только готовый. Это грунтовка. То есть грунтовка вода, ПВА и обойный клей. Такая водичка. Плюс флизелиновых обоев в том, что сами обои клеем мазать не надо. Вы мажете стены. Но для этого нужно очень хорошо прогрунтуйте стены, чтобы клей не так быстро застывал. Так, стены я загрунтовал. По грунтовке могу сказать только одно. Равномерно раскатывайте, чтобы состав был жиденький, хорошо пропитывал стены, а не так, как у меня один подсобник густым аквастопом загрунтовал. Пока я за материалом поехал, сказал, что все умеет, а сам взял густым аквастопом, который 1 к 10 разводится, загрунтовал стены. Это не важно. По грунтовке хорошо промазывайте края, примыкание к багету, углы, то есть потому что там чаще всего отходит, больше подсыхает, когда вы выставляете обои. А по разметке я начинаю вот с этого угла. То есть один лист кину сюда, другой лист кину в эту сторону. Многие начинают от откосов и идут уже к углам, зависит от помещения. То есть размещайтесь так, чтобы поменьше у вас подрезки было. Сами там смотрите. Я говорю, я начну отсюда. Один лист туда, один лист туда. Можно было под откоса, только проверьте, если он ровный по уровню. И дальше уже гоните на всю площадь. И всегда себя проверяйте от углов особенно. То есть, там я покажу сейчас, как угол зарезать правильно, потому что там не просто нужно его загибать. Это если идеальные стены, это не всегда получается загнуть. То есть обычно подрезается, там по уровню выставляется. Покажу, как делать. То есть либо от откоса, от окон и погнали площадь, либо выберите себе точку какую-то от угла, все проверьте, чтобы было ровно, и дальше стартуете. Это что касаемо полос. Я использую только флизелиновые обои. Один минус, для них нужны хорошие стены, чтобы их поклеить, а плюсов гораздо больше. Они легко снимаются, их не нужно мазать, можно мазать только, не можно, а нужно мазать только стены. Поэтому, в общем, с ними гораздо легче работать. Загрунтовали, пол протерли, либо постелили что-то, как вам больше удобно. И сейчас будем размечать уже длину обои. Вот такие вот у меня детские обои я раскатал. Подготовил такой набор инструмента, линейка, чтобы резать. Клей уже готовый, как я говорил, обои флизелиновые, клею на такой готовый клей. Не использую клея, которые замешиваются порошковые. Разглаживать, еще одна разглаживать, воздух выгонять. Нож, обязательно лезвие. Новые не жалейте, то есть если уже плохо режет, то меняйте сразу. Карандаш, ножницы, рулетка, прикаточные валики, это чтобы швы прикатывать. И ведерко с водичкой, и губкой, если что, вытирать швы. Так, теперь по разметке. Обои с подгонкой идут, как правило, все. Такого плана, это 1,7 м ширина, 2 рулона в одном рулоне. То есть тут подгонка 64, простым языком без всяких. Это между уточками раз и раз. Нужно себе найти ориентиры, как стыковать. То есть это 64, это в общем. Высота стены у меня от пола до потолка 2,50. Как сказать правильно? Смотрите, видите, то есть тут рисунок идет, конец рисунка, и он повторяется через каждые 64 сантиметра. То есть вам нужно верхнюю часть отрезать так, чтобы она была либо чуть длиннее, чем низ обоев, либо то же самое, как здесь. То есть в этой части. Тут. Если это, то есть здесь должно быть так же самое, как там, либо ниже чуть-чуть. Но при этом это расстояние должно превышать расстояние от пола до потолка. То есть, хотя бы быть 2,55,
чтобы у вас была возможность сыграть. Я отмерил линию, я же говорю, вот эти мишки, они повторяются тоже через каждые 64 сантиметра. Общая длина у меня стены 2,50, как я уже говорил. Вот, то есть вот эта линия у меня от начала обоев до конца 2,55. То есть и при этом я же говорю, здесь вот где-то 1,5 сантиметра, ну там плюс-минус, я же говорю. Вот, и здесь у меня где-то так же. Вот, то есть когда я отрежу и перенесу эту часть рулона сюда, у меня рисунок по низу сойдется. Если бы я больше отрезал, можно было бы по 3 метра, там, могло бы не хватить по рисунку. То есть должно не заходить за пределы нижней части рисунка, но быть больше всей площади, ну, всей высоты. Вот. И при этом, я говорю, у меня 2,55, то есть я делаю где-то 2-3 сантиметра вверх и пару сантиметров вниз нахлестом, чтобы подрезать можно было. Потом, во-первых, подрезать легко, во-вторых, если багет где-то уходит вверх, не дай бог, то есть, ну, лучше, конечно, найти высокую точку, от нее начинать, а там уже подрезать по багету, быть это расстояние. Сейчас я отрежу, покажу, что все сходится. Как я и говорил, все сошлось, там одинаково, может быть на миллиметров 5-7 вниз я больше отрезал. Вот. То есть, если бы я этого не сделал, не померил вот это расстояние, так сказать, здесь до лапок, а у вас там, не знаю, рисунок, вы выберите ориентиры, и отрезал бы чуть больше, то у меня бы уже еще 64 сантиметра ушло. Ну, если рулона хватает, то нормально, но это вот так оно. Видите, вот облачка, вот все это сошлось, мишки все как положено. Вот так оно должно быть на стене. Все, теперь просто вот так вот по рисунку меряете, отмечаете точки, либо можете рулеткой мерить. Здесь у меня получится 3 полосы с рулона и остаток на подрезку. Вот, я сейчас нарежу 3 полосы и начнем клеить. Полосы я нарезал, рулон 10 метров, у меня 3 полосы с рулона получилось из-за рисунка. Я же говорю, что 3 полосы здесь получается. Ну, в общем, если бы обои были бы без подгонки, вот сейчас покажу. Смотрите на этикетке, вот здесь, вот оно, 64 подгонка. Если на ли написано, значит можно нарезать просто под линии, клеить без подгонки. А такие с подгонкой, надо это учитывать. В общем, 3 полосы, как я показывал, я нарезал. Они должны быть идентичны абсолютно. Вот как видите, все 3 рисунка совпадают полностью. То есть и они больше моего расстояния на 5 сантиметров. С захлестом наверх и вниз. Вот. Начинать сейчас я буду отсюда. Вот, по поводу клея. Вот, то есть я, чтобы не портить весь клей, наклеил чуть-чуть ведро. И он такой густой, как сметана. Таким лучше не намазать. Надо чуть-чуть развести его водой. До консистенции, ну, такой же, как жиденькой сметанки, если правильно. Для того, чтобы лопухов на стене не наставлять под обоями. Вот, дальше берем, намазываем всю площадь. То есть у меня вот ширина рулона, они все в основном стандартные, идут флизелиновые. 1,7 м, не, ну есть и обычные. Вот, в принципе, в любые обои так клеится, но я стараюсь клеить флизелиновые. Вот. И я намазываю сейчас всю площадь. Я вот двинул тут подкладки, поставил, чтобы под трубу подсунуть, чтобы не подрезать. Вот, я намазываю всю сейчас площадь клеем. Мажьте жирно, но при этом не оставляйте лопухов. Поэтому я говорю, важно, чтобы клей был правильной консистенции. Чтобы он и раскатывался нормально, но при этом не был сильно жидкий. Он будет быстро впитываться и стекать вниз. Поэтому я говорю, доводите до консистенции, проверяйте, чтобы он хорошо раскатывался валиком. Дальше берем корыто, кисточка макловица, валик, вот, и мажем стенку. То есть я же говорю, эти обои мазать не надо. Плюс в том, что на швах не вылазит клей, в общем, все чисто, красиво. Нанесли клей, берем полосу, с любой можно начинать, неважно с какой. Начинаю уже расходиться. Смотрите в воздух, чтобы ничего нигде не выпирало. Вот. Если надо, то подтягивать. Первую полосу
сложнее всего выставить. Вот. Ну, я начинаю от угла здесь, потому что у меня эти обе стороны ровные. Я специально этот угол ровный сделал, чтобы от него стартовать. Вот. Если вы начинаете стартовать с другого какого-то места, очертите себе пунктиром, но не рисуйте жирных линий, а то на швы повылазят. Вот, уровень себе. И всегда проверяйте края, чтобы вы шли по уровню, чтобы каждый следующий лист у вас становился ровно. Берем разглаживал и с этого угла начинаем выгонять воздух. Вот. Здесь то же самое надо. Подводим под багет, чтобы он приклеился. И провожу линию аккуратно, чтобы ничего не порвать. Вот сейчас, когда я закончу разглаживать, я эту линию вот обрежу. Теперь у нас здесь препятствие небольшое. Нужно выровнять рулон, завести вот сюда. Делаем вот такой маневр. То есть надо в угол загнать его. Я подрезка. Я не знаю, как это словами объяснить. Просто покажу. Вот. Тут край подоконника я рукой ощущаю. Вот. И режу до него вот так. Аккуратно. До края. Раз. А здесь уже на откос прорезаю до конца. Оп. Вот. Теперь мы ее вот так вот заворачиваем. По краешку, не могу просто отпустить сейчас, по краешку прорезается вот так и загибается под низ. Все, здесь сейчас мы подрежем отдельно. То есть вот как вышло. Сначала я обрезал вот эту, потом подогнул сюда, обрезал вот эту и загнул под низ. Вот. Ну а дальше просто начинаем их разглаживать вот так. То есть очень важно следить, чтобы нигде не было воздуха. Вот. Еще раз повторяю, мажете только на стены. На обои мазать не надо на флизелиновой. Если у вас не флизелиновый, тогда, конечно, вы уже смотрите там на упаковке. Так, с подрезкой по краю, по откосу. Сейчас еще наверх покажу как. То есть первое, что обязательно новое лезвие. Вот здесь находите край. Вот. Вставляете нож и держите четко по окну, то есть по плоскости, не загибая, чтобы он просто вниз соскользил. Вот. Флизелиновые обои отлично режутся и дают идеальный почти край. Вот, все, до низа. Если у вас хорошее лезвие, то не напортачите. Сначала нижнюю часть, ну вот эту, вернее, боковую часть подрезаем. Тут до верха проверяем. И потом вот так вот обрезаем вверх. Опля. Теперь то же самое, подрезка вверх. То есть вот так вот. Там уже подсохло. Надо будет. Если где-то отходит, не приклеивается, то возьмите кисточку и кисточкой подмажьте там. Вот. Ну, как бы здесь все просто тоже. Вот нож берете, от угла ставите под багет, под линию. Вот. И вот так проводим. Вот. Здесь вот так вот прям под углом я ставлю и прохожу прям вместе с ней. Вот, то есть вот так вот. Прохожу прям притиралкой этой вместе с лезвием. Все. После того, как вы все подрезали, начинаете просто просматривать, где воздух, где что, приглаживать. Вот. И края, если надо, то подмазывайте клеем. Первую я проклеил, вот полосу, выгоняю воздух, уже все подрезал. Вот так оно вышло у меня сверху.
как здесь. Ну, в принципе, очень. Вот, теперь, я же говорю, самое главное выгнать весь воздух. То есть находите, для того, чтобы его выгнать, вот рукой вводите вот так по обоине. Так, я уже почти все выгнал. Вот. Видите? Не знаю, слышно или нет, сейчас я потом вот, звучит оно вот обычный обой, а вот где воздух. То есть вот это вот надо искать и выгонять. Со второй полосой тут у меня в принципе все то же самое. Я уже намазал. Единственное, чтобы трубу обойти, вот тут вот отрезал вот такую вот полосочку. Сейчас покажу, как я ее подрезаю. Мне надо будет ее подсунуть. Разрез ставим на середину трубы. И обрезаем внутреннюю часть трубы. Это закругление я беру здесь и вот так по трубе. Вот. Ну, аккуратно обрезаю. Все. Расскажу немного про историю вообще слова обои, если кто не знает, что кому интересно будет. Вот. Само слово обои произошло от слова оббивать. То есть, когда в старые времена, там, при царях, при всех этих штуках использовали для обивки такое вот место, пока не появились бумажные обои, использовали материал, то есть отбивали материалом, и его именно оббивали. Поэтому вот и называется обои. Слово оббивать. В общем, вторую я тоже поклеил. Не так, наверное, идеально получилось, как мне бы хотелось, но в принципе неплохо. Трубы тяжело обходить, то есть просто максимально его прижимаете и обводите лезвием, то есть чтобы обрезать именно по трубе. Это, наверное, самый сложный у меня тут местяк был. Вот, в целом картинка пока что получилась вот такая. Дальше здесь все то же самое. Мажем клеем. Обязательно, я говорю, не забывайте воздух выдавливать. Розетки обрезать так же само. То есть по краю ножом под линейку обводите и все. Дальше покажу, как зарезаться в углу. Теперь по поводу прохождения угла. Когда у вас лист обойный, а это в любом случае всегда происходит, вот, упирается в угол, нужно завернуть. То есть очень редко получается загнуть лист именно так и так сразу. И все равно воздух здесь остается, то есть это неправильно. Те, кто клеит обои, знают, что нужно выходить с угла с подрезкой. То есть сюда заходите, это позволяет еще выровнять угол. То есть когда вы выйдете сюда, вот, вы выровняетесь по уровню и дальше уже пойдете по уровню, несмотря на то, что стены где-то играют. То есть, в общем, сейчас я покажу, как это делать. Сначала промазываете стену, естественно, эту сторону не мажете. Мажется только вот эта стена до угла. Когда уже все намазали, начинаем клеить. Делается это просто. В первую очередь стыкуется рисунок. Вот у меня тут облачко, это края должны сходиться вместе. Вот, не налазить, не доступать. И так до низа. Все, этот кусочек откладываете в сторону. Сейчас мы его будем клеить на другую сторону.
пашу, что могу сказать? Просто протираете его сверху водичкой, убираем всю грязь, а потом вот этим вот валиком просто прикатывать. Вот так. Не сольется в одно целое. Вот наш кусочек мой, который сейчас мы будем вклеивать. С одной стороны у него 19, с другой стороны 18,5 примерно. То есть даже больше, тут 19 копейками, там 18. То есть это кривизна угла, настолько завалена стенка. Здесь я прочертил пунктирную линию вот карандашом. Это уровень. То есть по этому уровню я от него сейчас буду стартовать. Таким образом у меня дальше обои, которые сюда пойдут, вот, они уже будут ровные. То есть от двери. Тут дверь, если закосячить, то по откосу все будет видно. Теперь так же само намазываем, вклеиваем и обрезаем ее по углу. Покажу поближе, как обрезаю. Видно, там видно, угол просто ставлю вот так пазель и начинаю вот так чуть-чуть отвожу лезвие, держите вот так, то есть максимально сюда. Вот. Подходим где-то до середины, а потом уже начинаем продвигаться вместе с ним. То есть шпатель он режет, как бы. Вы просто держите лезвие и медленно спускаетесь вниз. Вот. Находим, где остановились. Вот, резать. Вставляем тот же шов. И продолжаем двигаться так же самое. Вот, я говорю, нож под уклоном, чтобы он не рвал, а резал. И вот так до низа, до низа, до низа, до низа. Доводим, пока шпатель не упрется в пол. А от низа, от пола просто уже подрезаем ножичек. Вот, все, потом лента вот так поднимается. Вот. Как видите, все получилось замечательно просто. Шва вообще практически не видно. Вот, зверьки переходят отлично с одной половинки на другую. Рисунок не испортился. Вот, все классно. И при этом, как я и говорю, несмотря на то, что стенка здесь кривая, здесь у нас край, уровень четко. То есть дальше листы пойдут идеально по уровню. Вот так вот делаются правильно углы. Видите, вот, рисуночек четенько переходит с одной стены на другую стену. От угла еще одну я поклеил. Вот она. Вот так. Вот выключатель. Вот здесь мне остался вот только один кайф. Вот шов. Вот. Ну, насчет другой, я говорю, вот так, как бы просто придавливаете обои, делаете прорезь от низу до верху, придавливаете к нижней части и начинаете в одну сторону отходить, а потом в другую. Вот, и пока не обтянете так, ну, где-то прорезаете. Если вот такой кусочек уже остался, берете просто остаток от рулона, то, что у вас оставалось, там оно остается всегда по-любому. И находите по рисунку. То есть вот у меня тут облачко, вот эта девочка, там она. Вот, и отмечаете чуть ниже, вот, чем, ну, как бы тут отмечать не надо, но и так висит. Вот, отмечаете просто его чуть выше где-то. Отрезали, намазали, приклеили, разгладили, резали сперва по багету. А теперь примыкание к фотообоям. Вот я их вижу, где они заканчиваются. Мне надо выставить чуть-чуть, может, захлестик был большой.
так же само. Так вот. Нарезаем. И напоследок обрезаем. Старайтесь держать в напряжении. Если не получится нормально отрезать, то можно потом уголочки поклеить. Одна половина закончена полностью. Вот. Теперь мне осталось вот этот кусочек под радиатором. Здесь П-образный лист. Здесь один такой же кусок, как я только что показал. Специально. Все это делается так же само. Фух, наконец-то обои я все закончил. Вот так вышло. Такие вот примыкания. Вот. Ну, не без косяков, конечно. Но тут и помещение такое не идеальное. Ну, для себя сойдет. Для ребенка то, что надо. Вот, видите. Так. Вот здесь. Угол. Очень даже неплохо. Вот. По багету примыкаем. По откосу тоже. Так что берите флизелиновые обои, гораздо чище, быстрее. Поверьте, оно стоит того, чтобы потратить бумажные весы, тянут. Нормально их не подрежешь. Вот. А так, все раз-два и готово, и надолго. Клеите обои, я думаю, не каждый год, поэтому можно клейте, делайте сами, экономьте деньги. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, не забывайте.